Всем привет на моем канале. Сегодня будет видео с обслуживанием видеокарты, а именно моей GTX 1070 от Asus. В общем, Asus Strix. Так вот выглядит видеокарта. В принципе, пыли немного, но она есть. Главная проблема — это вот этот вентилятор. Практически не крутится. Средний нормальный. Вот этот гуляет восьмеркой. На маленьких оборотах не слышно, но на больших он как бы шумноват. Сейчас я подключу видеокарту и покажу вам, как гуляет восьмерка на этой вертушке. Итак, подключил я видеокарту к блоку питания через Riser, то есть не буду подключать к компьютеру. Посмотрим на обороты вентиляторов в стоковом режиме, на авторегулировке, ну или на низких оборотах. Восьмерку на этом вентиляторе видно даже на самых низких оборотах. Так, как видите, этот вентилятор сам стопорится, этот более-менее крутится нормально. Крайний гуляет восьмеркой. В общем, такая вот ситуация. В принципе, можно только вот этот крайний разобрать, помазать. Вот этот с восьмеркой может еще поработать. Но я решил заменить подшипники как минимум на вот этом вентиляторе. Может, и на этом заменю. Так, все. Буду приступать к разборке. Итак, для разборки мы сначала снимаем кожух. Для этого мы откручиваем 6 винтов, 3 здесь и 3 на торце. Если у кого-то еще осталась гарантия, можете не переживать, пломб на кожухах нету. Точно так же, как и на вентиляторах. Берем самую маленькую отверточку. Вот такую, например. И откручиваем. Кстати, на торце винты чуть длиннее, чем с лицевой стороны. Все, кожух снят. Аккуратно снимаем, проводим между лопастей, чтобы ничего не сломать. В общем, так вот выглядит карта без кожуха.
чтобы кожух не мешал его, здесь есть коннектор. Его можно снять аккуратно, потом подключить. Там защелка еще. Ну, в принципе, можно и не снимать, потому как он неплохо так сидит. В общем, чтобы снять крыльчатку, мы вентилятор не откручиваем. Кожух я снял. Снимается он не очень легко. Нужно аккуратно поддевать по краям слева и справа и шатающимися движениями вытаскивать его. В общем, кожух нужно продуть, и все. Так, теперь что касается вентиляторов. Этот не крутится, нормальный, а этот гуляющий. Начнем со снятия крыльчатки на вот этом. Для этого берем два плоских длинных предмета. В общем, единственное, что быстро попадается под руку, это два ножа. Заводим между крыльчаткой и основанием и качающимися движениями вверх потихонечку поддеваем вентилятор. Все. Вентилятор, как видите, сам выскочил. Тут главное не откручивать сам вентилятор. До снятия крыльчатки не откручивайте. После снятия можно откручивать и проводить любые манипуляции, которые вы запланировали. Так. Это также можно отсоединить, а можно и не трогать. В общем, теперь снимаем сам вентилятор. Крепится он на 5 винтов, 4 вокруг самого вентилятора и 5 с краю. Все, вентилятор разобран. Видите, есть пыль, я ее продую чуть позже. Можно и не отклеивать, поскольку тут все, в общем, задняя часть не снимается. Я думал, она съемная, бывает съемная, но так, следующим этапом вы уже поняли, снимать наклейку и пытаться что-то сделать с этой стороны,
нет смысла, поскольку здесь глухая стенка. Единственный вариант остается снять сам двигатель с текстолитом. Для этого берем две отвертки. Сначала поддеваем под эти, в общем, под сам двигатель, и пытаемся его немного приподнять. Так, вот текстолит немного поднялся и стал немного выглядать из-за пластмасски. Теперь можно аккуратно завести отвертку под низ и пытаться поддеть весь текстолит. Если не идет, можно использовать две отвертки. Во. В общем, двигатель с текстолитом снимается. Так вот выглядит основание. Как видим, это не подшипник, а втулка скольжения. Ну да, это втулка. А эта часть выглядит вот так вот. Крупным планом. Кому интересно. В принципе, здесь, наверное, есть небольшая склейка, но я думаю, она будет держать, поскольку здесь все нормально, нигде ничего не отломалось. Так, следующим этапом мы извлекаем эту втулку, берем саморез и отверткой вкручиваем в саму втулку. А вот он, видно, втулка уже сама начала крутиться. Можно даже таким вот образом. Так, выпало. В общем, внизу втулки у нас идет стопорные кольца и верхние, нижние и упор. В общем, в такой вот последовательности они стоят. Так вот. Вот это нижняя часть, это верхняя. Так, теперь берем подшипники. Два больших. Номера подшипников я выведу куда-то сюда. И маленькие подшипники. Тоже два будет достаточно. Название тоже выведу куда-то сюда. И, наверное, сделаю здесь ссылки, где я их покупал. В общем, маленькие подшипники становятся в большие. В общем, большие подшипники большего диаметра работают как втулка, поскольку я не нашел такого
большого подшипника. Теперь самое главное их ровно наживить. В общем, посадить один подшипник, ровно посадить подшипник. Теперь главная задача маленький подшипник ровно посадить в большой. Итак, собрал я два подшипника. Маленький посадил вовнутрь большого. Желательно подбирать размеры, чтобы нормально уходило. Если меньший подшипник плохо уходит, берем, ложим на ровную поверхность, наживляем, делаем наставку и садим. Так вот. Если не идет, можно прибегнуть к небольшой силе. Это берем наставку и с помощью отвертки или какого-то деревянного предмета потихоньку набиваем. Так, как видите, подшипник плотно стал. Желательно перевернуть одной стороной, потом перевернуть на другую и еще раз подровнять. Все, скорее всего, подшипник сидит ровно. В несобранном, точнее, виде это выглядит вот так. В собранном виде вот так вот. В общем, эти я буду собирать позже по необходимости. И пока остановлюсь на одном вентиляторе. Так, вентиляторы в пыли. Здесь я уже почистил. Тут основание тоже. Сейчас я почищу вентилятор и немного моей опа. И вентилятор чистый. Теперь стопорные шайбы тоже можно протереть. Главное не попутать последовательность. Итак, вот так вот выглядит маленькая стопорная шайба или упорная. Следом идет с прорезями. И следующая обычная шайба. Вот в такой последовательности мы будем собирать эти шайбы вовнутрь втулки. В принципе, можно попробовать их намазать смазкой, они склеются, и мы их туда посадим все вместе. Так. Смазывать лучше какой-то силиконовой смазкой. Ну,
Я свою где-то спрятал хорошо, поэтому буду использовать то, что есть под рукой, а именно солидольчик. Хотя это не самый лучший вариант для смазки вентиляторов. Ну, если ничего нет лучшего под рукой, думаю, и такое сгодится. Так вот, в общем, склеились. Так, ровно сели. Теперь берем наши заготовки подшипников и садим на место втулки. Так, идет нормально. Берем сразу второй. Так, наверное, возьму. И вторым прижимаем первый. Все. Оба подшипника сели на свое место. Так, можно попробовать чем-то придавить. Да, все, больше не идут. Вовнутрь можно еще капнуть смазки для подшипников, поскольку с завода, кто его знает, какая и была ли там смазка. Смазки много не бывает. Я использую трансформаторное масло. Оно не содержит влаги, поэтому даже если оно протечет на электроэлементы, замыкания не будет, поскольку его заливают в трансформаторы. Так, протереть здесь. Можно внутри втулки даже пройтись. Так, в принципе, чисто. Так, кстати, можем попробовать надеть вентилятор, как он сядет, не садить полностью. Ну, вроде бы нормально. Теперь собираем в обратной последовательности. Так вот. Теперь прижимаем. И все. Втулка, то есть двигатель у нас сел и достаточно плотно держится. Во всяком случае, это лучше, чем вырезать части вентилятора.
Теперь собираем назад вентилятор, совмещаем и нажимаем. Так. В общем, так вот. Все работает. Можно, в принципе, собирать. Кстати, с обратной стороны втулки есть выработка или грязь. Если кому-то интересно, собрал, точнее установил вентилятор, и теперь вот без кожуха хорошо видно, сильно гуляет вентилятор или нет. В принципе, у этого точно такой же люфт, как и у родного. Единственное, стоит отметить, теперь эти подшипники немного шумят. То есть, если вам нужна идеально тихая сборка, возможно, даже нужно брать не китайские подшипники, а хорошие. Или брать просто вот такие вот новые втулки, как вариант. С учетом того, что если цена не очень высокая на такую втулку, то можно взять втулки, поставить, они поработают, а допустим через определенное время, если снова начнется появится шум или люфт большой, можно будет просто еще раз заменить втулку. В общем, вот так вот втулка выглядит. Еще раз вкратце, вот этот вентилятор плохо крутится. То есть его нужно снять. Чтобы снять саму крыльчатку и ничего не поломать, берем два ножа, заводим под крыльчатку, стараемся как можно равномерней и подставить именно не сильно глубоко с краю, чтобы мы зацепляли за магнит круглый, тот, что под крыльчаткой внутри. И главное, чтобы снять и ничего не сломать, я заметил, лучше всего сам вентилятор не откручивать. То есть берем два ножа, например, ну или две плоских пластины, заводим по краям и вот так вот поддеваем одновременно вверх, и вентилятор просто снимается, как будто ты его снял рукой, будто там зацепа никакого и нету. Вот смотрите, могу даже еще раз. Вентилятор держится, берем два ножа, аккуратно заводим. Главное не сильно глубоко, то есть далеко или кому как лучше звучит. И одновременно поднимаем внутреннюю часть. Так вот. Опа. Все. Мы не ломаем ни текстолит, ни крепление. Просто легенько снимаем. Для полного счастья можно также снять и средний вентилятор, чтобы как бы почистить, просто почистить его. Тоже
Заводим лезвие между вентилятором и основанием. И так вот, приподнимая центральную часть, пытаемся его сорвать. Так вот. Опа. Все. Вот так вот аккуратно и красиво и без опасения что-то сломать снимается крыльчатка. Так, подшипники я, наверное, на этих не буду менять. Просто хорошенько почищу. Для этого можно взять зубочистку, например, или какой-то предмет и хорошенько внутри пройтись и прочистить. Вентилятор тоже хорошо протираем. И берем внутрь, запихаем смазку. Лучше, конечно, взять шприц и туда внутрь подать. В принципе, без разницы. Шток можно не мазать, все равно он здесь помажется. Много смазки не нужно, поскольку это не подшипники, а втулки. Они будут просто, ну или еще их называют подшипниками скольжения. Хотя, как по мне, подшипник скольжения — это достаточно громкое название. В принципе, можно так оставить. Он должен разработаться. Вот появился небольшой обратный ход. На том, где я подшипник установил, конечно, лучше, но в принципе и так сойдет. Я туда солидол по максимуму. Еще раз поставим. Вот, в принципе, обратный ход появился. Не такой, конечно, как на этом. Ну, в принципе, неплохо. Ну-ка, если этот... Вот с подшипниками, хоть и есть люфт, поскольку там два подшипника, и люфт достаточно большой, кажется, что он разбит, но
подшипники китайские, и точность, точнее допуск там может не выдерживаться. Но, как мы видим, вентилятор вообще идет идеально. Этот, в принципе, тоже неплохо. Так, что касается количества смазки, то есть можно подумать, что чем больше мы напхнем смазки, тем лучше. Но тут как бы есть две стороны. Одна сторона хорошо, то что мы точно хорошо смажем, а другая сторона, она чуть хуже, это то, что лишняя смазка, она выходит наверх. И при вращении вентилятора смазка попадает на сами, в общем, лопасти и начинает разбрасываться по краям. То есть вот этот вентилятор я уже смазывал. Не сильно, но достаточно так неплохо. А этот не смазывал, этот я уже смазывал. И после смазки, когда я вытирал внутреннюю часть смазки как бы попала на магнит. Вот видно, какая грязь прилипла. В общем, часть смазки попадает на внутреннюю часть, и она залипает грязью. Вот также видно, что на самом текстолите там он все в черных таких комках. То есть часть масла, смазки или что там используете, может попадать, смешиваться с грязью, и таким образом она не смазывает, а наоборот как бы немного даже забивает двигатель вентилятора. То есть так, чтобы аж вылазило, мазать не нужно. Нужно в меру внутрь намазать. Все, что вылезло, убрать. Все, что осталось, ну пускай будет. Поскольку все, что вылезло, оно уже никак нам не помогает, ничего не смазывает. И просто в будущем вентилятор за счет центробежных сил будет разбрасывать смазку по своему корпусу внутри. Это что касается более жидких смазок. Если использовать силиконовую, даже не силиконовую, ну, смазки по типу солидола, они не так сильно разбрасываются по внутренней части, но тоже есть немного. Поэтому я бы рекомендовал нам напхнуть смазки внутрь, посадить вентилятор, покрутить, все, что вылезло наверх, убрать и дальше монтировать и использовать. Итак, напхнул я смазки и в средний вентилятор. Вентилятор я уже почистил от пыли, продул, внутри тоже протер. Садим на свое место. Проверяем ход. Полностью еще не садим. Проверяем на то, как крутится. Достаем и видим. Здесь сверху есть смазка. Вот мы ее берем, например, бумажкой и вытираем. Идеально можно, конечно, не вытирать. Это уже каждый сам смотрит. Вытираем и садим вентилятор на свое место. Собрал я все вентиляторы. Этот с подшипниками. Он люфтит, в принципе, как и люфтился втулкой.
Так, средний не менял втулку и крайний тоже не менял, просто помазал, почистил и помазал. Так, напомню, включаю просто от блока питания, то есть вентиляторы не будут работать на всю мощность. Так, включаем. И как видим, все вентиляторы крутятся. Этот немного слабее. Так вот они гуляют. В принципе, подшипники вот этого вентилятора, что я поменял, немного шумноваты. Поэтому, как рекомендация, если будете себе менять, подумайте, возможно, лучше купить вот таких вот втулок. Если вам попадутся нормальные втулки, люфт будет минимальный, и втулка как минимум еще годик-второй прослужит. Но зато, скорее всего, люфт будет меньше. Поскольку там два подшипника, и они будут люфтить в 2 раза больше, то есть один люфтит и второй люфтит. А здесь будет люфт только во втулке, если будет. А может и будет. Ну, втулок будет много, скорее всего, десяток их продают. Лот состоит из десятка втулок, я так думаю. В общем, смотрите сами. Может 50-100. Там будет возможность у вас проверить несколько втулок. Возможно, одна втулка хуже, вторая будет лучше. В общем, я плату я, наверное, сейчас подключу к компьютеру. Проверю на шумность и то, как они будут работать на полных оборотах.
Итак, два вентилятора я помазал, почистил, смазал. Обратный ход есть. В этого тоже. В третьего я заменил подшипник, точнее втулку скольжения на два подшипника. Крутится он теперь супер легко, но единственный минус, у него есть шум. Подшипники шумят. Чтобы не шумели, нужно брать хорошие подшипники. На Алиэкспрессе вряд ли такие, наверное, будут. Поэтому, как пожелание, если вы хотите менять и вам важна тишина, то, скорее всего, втулки будут тише. Новые втулки будут меньше люфтить. Ну, такое вот пожелание. Ну и осталось прикрутить на место кожух. Декоративный кожух. Хотя можно и не прикручивать. Но лучше, конечно, прикрутить. Надежнее будет, чтобы не сломать случайно крыльчатку. Подключаем RGB подсветочку. Поворачиваем. Берем винты и закручиваем. Еще раз напомню, более длинные винты идут с торца. А короткие винты идут вовнутрь. Так вот, чтобы видно было. Вот такие вот коротенькие винты идут сразу вовнутрь. Так, я пока полностью не затягиваю. Все наживляю. Вдруг, если полностью затянуть, вдруг где-то будет перекос, придется отпускать. А так все винты наживляются. Проверяется, что все совпадает. И можно затягивать окончательно. Теперь пройтись с торца. Если не затянуть нормально, может дребезжать. А может и нет. Но лучше перестраховаться и затянуть нормально. Все. Видеокарта обслужена, вентиляторы смазаны, подшипники поменяны. Можно использовать. Всем спасибо за внимание. Буду всем благодарен за лайки, подписки, просмотры на моем канале. Все желающие могут помочь каналу донатом. На этом буду заканчивать видео. Всем всего самого наилучшего и до скорых встреч на моем канале.